Сегодня у нас попытка освоить мануал робота Детрампласт автомата с двумя лапами производства компании Sigma. Разбор интерфейса и попытки программирования начнутся примерно в 60 секунды ролика. А пока посмотрим так называемые стандартные шаги. Кстати, ролик желательно смотреть с субтитрами. А саму инструкцию можно также скачать со страниц одного из наших онлайн-магазинов. Ссылочки все будут в описании. Ну что ж, давайте знакомиться с интерфейсом. После запуска системы мы попадаем в главный раздел, название которого видим в верхнем левом углу. Далее вверху находятся номер и название текущей программы, а также имя текущего пользователя и дата, время. Для того, чтобы получить возможность изменять, дополнять, либо задавать новый алгоритм действий нашему роботу, производитель предлагает кликнуть на окошко с именем программы и нажать кнопку с громким названием Teach. Этим мы займемся чуть позже. Вот сообщение о наличии и отсутствии ИММ. Кому интересны подробности этой технологии, ссылочка в описании. Далее вниз у нас кнопка возврата домой. По умолчанию это нулевая точка координат, хотя это можно изменить. И кнопка возврата в начальную точку текущей программы. Примерно тут у нас текущее состояние робота, красивое фото самого робота и краткий лог. Правда, похоже, у кого-то немного поехал дизайн. Внизу находится строка с координатами обеих лап робота в пространстве. Лично для меня загадка, почему китайцы решили не использовать для этого стандартный язык математики. Вероятно, евклидова геометрия у них запрещена. Я сделал небольшие пометки на полях, чтобы было понятнее, как цифры в строке соотносятся с координатами инструментов в пространстве. При этом я очень надеюсь, что мне удалось не перепутать основную и дополнительную руки робота. Итак, кнопки нижнего меню слева направо. Вкратце, это аналог интерпретатора с дебаггером. Manual. Кнопка ручного управления. Teach. Серьезная заявка на И, но на самом деле редактирование алгоритма текущей программы. I/O. Управление входами и выходами робота. System. Глобальные настройки системы. Alarm. Лог ошибок робота. Далее смена языка интерфейса с английского на китайский и обратно. И Main. Главный раздел. Итак, выбрали рамку программы и нажали заветную кнопочку Teach. Попали в раздел со списком программ. Тут главное не испугаться багов перевода и спокойно при помощи кнопок выбрать из списка ту программу, которую необходимо изменить, либо ввести ее номер напрямую. Не пытайся, кстати, искать кнопку «Создать новую программу». Такой тут просто нет. Выбранная программа подсвечивается зелененьким. Ее номер мы видим аж в 3 местах. Но пройдемся по интерфейсу. Традиционно в верхнем левом углу находится название текущего раздела. Далее название и номер программы, пользователь и дата, время. Нижнее меню тоже идентично тому, что в главном разделе. Справа у нас 3 кнопки, позволяющие редактировать темплейт, смотреть весь список программ и начать редактировать выбранную. Ее и нажмем. В этом диалоговом окне надо задать имя и выбрать, что делать дальше. Если же оно появилось у вас случайно, жмите вот этот крестик. Итак, номер программы менять нельзя. Вообще. Название же программы рекомендуется изменить, например, на более понятное. Внизу мы видим кнопки слева направо. Экспорт и импорт для работы с внешними USB носителями. Delete удаление, копия копирование. Load переход к редактированию кода выбранной программы. Ее и предлагается нажать.
методы редактирования. Раздел Teach. Вкратце, алгоритм состоит из 5 частей. Инструмент робота сначала занимает стартовую позицию над пресс-формой. Далее робот получает сигнал по МММ, что пресс-форма раскрылась, можно снимать. Потом идут манипуляции по съему изделия и вытаскиванию его из зоны смыкания. Далее робот посылает сигнал опять по МММ, что пресс-форму можно смыкать. И потом идут манипуляции по переносу изделия в место складирования. Ну и повторяем все сначала. Все вроде просто, но если вы внимательно смотрели ролик, то еще 4 минуты тому у нашего робота не было ИММ. Более того, пользователь внезапно оказался залогинен, а у самого робота, похоже, отпала дополнительная рука. Либо же ее действия нельзя задавать и редактировать из этого интерфейса. Вот уж точно не знаю, что хуже. Это классический китайский стиль написания технической документации во всей красе. Чтобы продолжить, давайте удалим логические конфликты. Во-первых, представим, что у робота изначально одна рука, и будем изо всех сил надеяться, что управление второй рукой аналогично управлению первой. Далее предположим, что мы залогинены изначально, а на дату время постараемся не смотреть. Ну и допустим, что МММ мы как-то включили, либо симулировали, либо припаяли в спешке. Но он был и есть, потому что без МММ робот, похоже, не сможет работать с термопласт автоматом. Но пройдемся по интерфейсу. Традиционно в верхнем левом углу находится название текущего раздела. Далее название и номер программы, пользователь и дата время. Нижнее меню тоже идентично тому, что в главном разделе. Присутствует также нумерация строк, краткое их содержание. Есть кнопка навигации по редактору, но выбранная текущая строка подсвечивается красивым зелененьким. Под кодом находятся стандартные кнопки редактирования строк. Вырезать, убрать, очистить все. Далее идет скопировать, вставить. Потом вставить строку выше и вставить строку ниже, пустую. Изменить текущую строку. Ну и сохранить весь код. Справа от кода мы видим настройки перемещения вне формы по оси Y. Итак, скорость в процентах. Фишка в том, что скорость в привычных и понятных метрических единицах задается исключительно в глобальных настройках. То есть, после каждой смены скорости в глобальных настройках необходимо удостовериться, что в уже написанных программах ничего не поломалось. Все вручную. Welcome to hell. На сегодня, думаю, хватит. Дальнейший разбор в следующем ролике.